Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тэхёном. Но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. Обновление Бантан ТВ. Вчера вышло закулисное видео с выступления Джина на бис, и мы увидели там наших Вигу. Репетиция танцевальной практики для Супер Туна со специальным гостем Чингуком. С таким настроением и задором проходит репетиция. Так приятно на это смотреть. И на это. Хаотичный дэнс от Чингука и Хосока. У них там какая-то своя вечеринка получилась. Какие же наши ребята потрясающие. А тут уже и Тэхён репетирует свою песню Love Me Again для концерта Джина. Так тепло становится, когда они берут в руки микрофон и поют. Тэхён поделился своими чувствами перед выступлением. Я не выступал на сцене с тех пор, как поступил на службу. Сколько уже? 2 года? Да, я уже 2 года микрофон в руках не держал. Это будет мой первый раз за долгое время. Поэтому Тэхён так растрогался. Тэхён плакал за кулисами из-за того, что скучал по выступлениям. Нам всем тоже хочется плакать от этого. Как же тяжело на это смотреть. Такой милый с этим рюкзаком прилип к своему Хёну. Джин, кажется, я простудился из-за холода. Тэхён, правда? Ты хоть немного поспал? Джин, я выспался, 10 часов спал. Я буду присматривать за тобой со стороны. Боже, какие милые, настоящая семья. Переживают друг о друге и заботятся. Тэхён постоянно держался за своего Хёна. Ему было волнительно, и он нуждался в теплоте и поддержке. Какой милый момент! Куда складывать свои слезы? Вигу во время репетиции на сцене. Ребята в своей стихии. Теперь все как нужно, все правильно. Мы скучали по этому. Жаль, конечно, что не вместе, но все впереди. Какой интересный ракурс. Трусики выглядывают, армии подглядывают. Неплохо я зарифмовала, однако. Тэхён после своего выступления. Джин, ты хорошо выступил. Тэхён, да, но сердце так сильно стучит. Джин, правда? Тэхён, было весело. Вот они, самые настоящие и искренние эмоции. Было очень приятно смотреть на наших ребят. Будем ждать их всех вместе на сцене. 4 декабря у Джина был день рождения. Расти большим и сильным, наш солнечный человечек. И как Тэхён не поздравил своего Хёна. Тэхён говорит: с днем рождения. Джин отвечает: о, спасибо, бро, я люблю тебя. Чингука в этот момент: я за тобой слежу. Тэхён оригинален в своих поздравлениях. Помните милую историю от Джина о его день рождения и Тэхёне?
Тэхён попросил своих друзей поздравить Джина с днем рождения и сделал видео, где собрал сообщения с поздравлениями. И это все потому, что Джин сказал ребятам, что не получил много поздравлений. Тэхён также сказал Джину: «Я собрал еще больше видео, так что знай, что ты любим». Этот милый поступок растрогал не только Джина, но и всех нас. Обожаю Тэхёна, он человек с большой буквы. Мишка в сторис запечатлил первый снег. Это так красиво. Вот и настало время Тэхёна. Зима для многих ассоциируется именно с Тэхёном, согласитесь. Ресторан Естер Опен рассказал, что Чонгук посетил их филиал Чхондами и оставил свой автограф. Чонгук из BTS посетил наш филиал Чхондами. Спасибо большое. Он даже похвалил нас, сказав, что медовый угорь был очень вкусным. Любопытно, он там был один или с кем-то? Одна женщина поделилась своим разговором о Тэхёне с мужчиной за 60 лет. Сегодня утром в кафе с друзьями зашел мужчина лет 60. Ожидая их, он пристально разглядывал фотографию Ви, вывешенную на двери, и спросил меня: «Этот человек, кто это?» Женщина ответила: «Это BTS, Idol Ви». Мужчина: «Idol?» И снова пристально разглядывая, мужчина продолжил: «Даже если он мужчина, в него можно влюбиться». Женщина: «Он действительно красив, да? Он славится своей красотой». Мужчина: «К его чертам лица нет никаких претензий, они безупречны». Внешность Ви, которую признает даже мужчина лет 60. Я снова подумала, что он действительно невероятен. Ах, мы обожаем такое читать. Тэхён безупречен, и это все признают. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 5 место. То, как Тэхён держит Чонгука за талию. То, на что действительно приятно смотреть. Действия Вигу часто такие трепещущие и вызывают так много эмоций. Тонкая, изящная талия Чонгука и большая ладонь Тэхёна, а потом эта хитрая улыбка Тэхёна в конце. Эти моменты такие нежные, что начинаешь улыбаться до ушей. Задний план всегда интересней. Их обычное и естественное поведение, не только для камер, как некоторые считают. Спасибо Хосоку за этот случайный, но такой ценный кадр. 4 место. Первый взгляд в зеркало души. Есть моменты, которые кажутся мимолетными, но несут в себе глубочайший смысл. Говорят, что первый человек, на которого вы смотрите, когда происходит что-то смешное или интересное, чаще всего является для вас самым близким. Именно поэтому ребята первым делом смотрят на реакцию друг друга. И мы часто наблюдаем это между Вигу. Это глубокий инстинктивный жест, который раскрывает нашу потребность в связи, понимании и разделении жизненных моментов. 3 место. Суперсила Тэхёна. Особенно выражение лица Чонгука, когда он смотрит на Тэхёна. То, как Чонгук буквально превращается в милого малыша с самыми большими глазами, когда Тэхён рядом. Его глаза, обычно полные решимости и силы, вдруг распахиваются, округляются, словно 2 огромных блюдца, отражающих все великолепие мира, которым в этот момент кажется Тэхён. 2 место. Просто милый момент Вигу.
Ловкость Чонгука и как он мило учил Тэхёна. Правда, все, что происходит между ними, все мило. С каким очарованным лицом в этот момент смотрит на Тэхёна Чонгук. Это греет нашу душу. Смотришь на них и не понимаешь, о каких других отношениях Чонгука все сейчас говорят. Для нас очевидно только одна влюбленная парочка. Первое место. Плановая проверка своего парня. Люблю этот момент, когда Тэхён ни с того ни с сего решил поднять толстовку Чонгука и полюбоваться его прессом. Что же такое интересное Тэхён говорил на ушко Чонгуку, а потом проверяет его пресс. Наверное, чтобы удостовериться, что все на месте, все как надо. Лишний раз вспомнил, какой ему джекпот достался. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи!